Еще раз доброе утро. Я представляю здесь Первый Московский государственный университет имени Сеченова, и мы совместно со Сколковским стартапом также проводим исследования. Исследование это посвящено изучению методов скринирования пациентов при диагностике рака молочной железы. В прошлом году мы уже представляли наши предварительные результаты на подобные сессии, но за этот год мы продвинулись вперед. Следующий слайд, будь добры, пожалуйста. Следующий слайд, будьте добры, пожалуйста. У меня не переключается, а видите, вообще не моя презентация стоит. Коллеги, у нас презентация не переключается. Ага, все, хорошо. Да, спасибо большое. Таким образом, данное исследование проводилось в нашем университете, в Сеченовском университете. Целью исследования была проверка чувствительности и специфичности диагностической тест-системы для поддержки первичной скрининговой диагностики рака молочной железы. Исследование было разделено на несколько, так скажем, фаз. Сам метод основан на комбинированном анализе внеклеточной циркулирующей ДНК, и это 4 онкогена и энзиматической активности в плазме крови. Методика осуществляется при помощи полуколичественного метода ПЦР в реального режима времени. Содержание каждого фрагмента из выбранных онкогенов во внеклеточной ДНК оценивается и уровень энзиматической активности. Далее проводится программный протокол анализа данных с применением скоринговой функции и машинного обучения. Новизна применяемой технологии заключается в анализе ДНК без предварительного выделения из плазмы крови. Подготовка пробы для анализа проводится в одной пробирке без предварительного выделения. И в начале нашего исследования у нас были определенные сложности в плане выделения фазы, в которой содержится максимальное количество ДНК. Но затем мы перешли на другой способ забора крови, и что значительно упростило методику. Кроме того, далее проводится уникальный комбинированный анализ в плазме крови фрагментов ДНК 4 онкогенов. Это в протоколе, так назвала его компания ARNA-2, и энзиматической активности ARNA-3. Выбранные гены защищены патентом Российской Федерации, а энзиматическая активность, к сожалению, для меня закрыта. Я знаю лишь то, что не защищено режимом ноу-хау, так как это является предметом интеллектуальной собственности компании. Что мы делали? Это было открытое контролируемое моноцентровое исследование. Проводили мы его с февраля 2018 года до июня 2019 года. Критериями включения были пациентки от 18 до 75 лет с верифицированным гистологически впервые установленным раком молочной железы. Мы брали всех пациенток с раком молочной железы вне зависимости от подтипа и стадии. Критериями не включения было лишь наличие других злокачественных новообразований в анамнезе или на сегодняшний день. Контрольная группа состояла из здоровых женщин, пришедших на скрининговое обследование либо на маммографию, либо на УЗИ молочных желез. И у этих женщин было подтверждено отсутствие подозрения на опухоль молочной железы. Как я уже сказала, исследование было разбито на несколько этапов. Преаналитический этап, он как раз проводился на нашей базе в университете. Был забор крови в вакуумную пробирку, центрифугирование.
и получение плазмы с замораживанием. Затем наши материалы мы передавали в компанию, в научно-исследовательскую лабораторию спонсора, где проводились два независимых лабораторных протокола ARNA-2 и ARNA-3. Затем проводился статистический анализ и обработка и получение, собственно, результатов. Какие образцы мы в итоге включали? В итоговый анализ было включено 80 проб, это было 55% пробы здоровых лиц и 45% это пробы пациенток с больных раком молочной железы. Извините. И далее... Вот те 20 пациентов, которые находятся в первом столбце, это те результаты, которые мы представляли еще в прошлом году. За этот год мы набрали большее число пациентов и присоединили, кроме первого протокола, который основывался только на фрагментах ДНК, также анализ энзиматической активности. В этот анализ вошло 26 здоровых пациенток, здоровых женщин и 22 пациентки рака молочной железы. По всем критериям они были достаточно сходны, как вы видите. 80% всех включенных пациенток в наш протокол имели раннюю стадию, были представлены все основные биологические подтипы рака молочной железы, что представлено на слайде. После получения результатов было проведено определение оптимальных точек отсечения для обоих протоколов. Для протокола ARNA-2 она составила 34,7, для протокола ARNA-3 значения выше указанной точки соответствовали положительному результату наличия заболевания, а ниже, соответственно, отрицательному результату. Какие мы, собственно, получили данные? Если мы рассматриваем только циркулирующие ДНК фрагменты, то это протокол, как я уже говорила, ARNA-2, то чувствительность и специфичность метода составляет 75% и 80%. Если мы говорим о скрининговой процедуре, то все-таки эти цифры недостаточны. В связи с этим компания вышла с предложением дополнить исходный протокол исследованием энзиматической активности и протоколом ARNA-3. Сочетание этих двух методик привело к увеличению чувствительности до 100%. Конечно, надо понимать, что группа достаточно маленькая была, и исследование открыто, и повышению специфичности до 85%. Таким образом, у нас получился на первичном этапе достаточно высокие показатели чувствительности и специфичности, что позволяет рассматривать эту методику как одну из кандидатов для, по крайней мере, поддержки принятия решения при раке молочной железы. В чем состоят преимущества данного теста? В нашем открытом исследовании мы показали высокую чувствительность и специфичность, и отличные, в общем-то, показатели по прогностической ценности как отрицательного, так и положительного результата. С экономической точки зрения данный тест, со слов производителя, составляет менее 1500 рублей. Время выполнения около 4 часов с момента забора. Внедрение, собственно, не требует инвестиций в имеющуюся медицинскую инфраструктуру, то есть все происходит может происходить в обычной больнице. Преимуществом также является возможность использования этого метода на первичном этапе медицинской помощи. По результатам нашего исследования мы пришли к следующим выводам, что полученные в условиях реальной клинической практики данные подтверждают высокую чувствительность и специфичность данного метода. Конечно, еще раз повторюсь, исследование было открытое и моноцентровое, без плацебо-контроля,
что, собственно, может служить основанием для проведения хорошо спланированных, широкомасштабных уже слепых лабораторных исследований. И разработка, если бы в наших руках клинических онкологов появилась разработка, которая позволяет с высокой специфичностью и чувствительностью обнаружить при помощи анализа крови и поставить диагноз рака молочной железы, конечно, это наша мечта. Спасибо большое за внимание.